Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я взяла кусочек ткани, это трикотаж такой плотненький, поэтому я его проклеила флизелином и рисую на изнаночной стороне, со стороны флизелина. Я на этом акцентирую внимание, что я рисую по изнанке. Я, если честно, не художник, я просто посмотрела в интернете, порепетировала на бумажечке. Я вам покажу эту бумажечку потом. Но мне кажется, у меня получился рисунок даже лучше, чем когда я репетировала. Если кто-то хочет повторить, захочет, можно скорость уменьшить. У меня здесь, когда я рисую, в 4 раза скорость увеличена. На самом деле я не так шустро рисовала. Очень многим моим зрителям понравилось видео с вышивкой на обычной швейной машинке атласной ленточкой. Мне, если честно, тоже хотелось повторить этот эксперимент, но только с другим рисунком. Поэтому я вот сделала вот такую сову. Атласную ленточку 3 миллиметра, обычную совершенно, с помощью иголки вставляю в шпульку. Шпульку наматываю так же, как обычно на машинке, ничего вручную не делаю. И после этого вставляю шпульку в шпульный колпачок. Вот все вставила, она у меня тянется, натяжение нормальное. И после этого пойду на машинку. Кстати, прежде чем вот вставлять шпульку, надо ослабить вот этот винтик, который регулирует натяжение нижней нити. После того, как я все сделала, иду на машинку, вставляю шпульный колпачок вот в механизм, в челночный. И вот обычным порядком, как обычно мы нижнюю нитку достаем, также точно делаю сейчас. Никаких других каких-то действий не предпринимаю. Просто шить я буду по изнанке. Поэтому я и рисовала на изнанке. Шью обычной прямой строчкой. Я начинаю вот с бровей. Но почему-то я решила с бровей, потому что белую нитку я решила белые брови эти делать. Вот, белую нитку вставила и пошла. Девочки, настройки машинки совершенно обычные. В зависимости от того, какая у вас ткань, ставите натяжение верхней нити, ставите длину стежка. У меня длина стежка максимальная, потому что все-таки там внизу ленточка. Если мельчить, то не очень хорошо получится. Надо, чтобы было все-таки видно этот атлас, чтобы он немножко поблескивал. Если мелкими стежками делать, то не так хорошо получится. Я бы делала и крупнее, если бы было крупнее длина стежка. В предыдущем видео, где я вышивала ленточкой, я, кстати, оставлю на него ссылочку в описании, многие спрашивали, какая у меня машинка. Но я могу сказать, что у меня машинка Джанамен, но чем проще ваша машинка, чем меньше в ней электроники, тем больше шансов, что получится нормально, и вы сможете сделать то же самое. Хочу сказать по поводу шпульного колпачка. Я вот для таких экспериментальных проектов имею отдельный запасной шпульный колпачок, в котором уже выставлено натяжение нижней нити, и я уже там больше особо не кручу. А для остальных проектов у меня обычный шпульный колпачок, который я использую в повседневности. У меня там в каком-то моменте закончилась ленточка на шпульке, поэтому мне пришлось много узелков делать. Если нам надо убрать, чтобы не размоталась вот эта ленточка со шпулькой, вот так вот закалываем просто булавочкой. Берем другую шпульку с другим цветом. У меня будет персикового цвета, основной цвет будет у моей совы. И обратите внимание, вот этот вот крючочек вот здесь вот, он может зацепиться за ленту, и тогда не получится шить. Он, если очень сильно ослаблено вот это натяжение, тогда он и цепляется. В этом случае просто подтянуть надо потуже. Здесь я делаю вот эти вот перышки на голове. Тоже так же прямой строчкой. Один стежочек на поворот. Разворачиваюсь. Один стежочек. Здесь вот 2 делала, потому что мне там пошире надо было. В комментариях к прошлому видео, где я вышивала, очень многие написали, что я неправильно вставляю шпульку в шпульный колпачок. Но я делаю так, как написано в инструкции к именно моей машинке. Если у вас другая инструкция, делайте по своей. И я еще хотела сказать, вот длина ленточки, которая помещается на шпульку, 2 метра. Поэтому, когда я покупала ленту, я покупала там 6 метров белой, 6 метров этой персиковой.
Но при этом я просила продавца сразу порезать на 2 метра кусочки, чтобы мне уже самой потом не заморачивать. Видите, при поворотах у меня вот такие звездочки вот от верхней нитки, но я с ними сделать ничего не могу. Я не знаю, как от этого избавиться. Если вы придумаете или уже знаете, то напишите мне в комментариях. Вот я решила нижнюю часть, вот эту, которая некрасивая у моих перьев на голове, она неровная получилась, я ее решила подровнять вручную. Вот так вот просто ленточкой стежочки делаю небольшие и выравниваю так, чтобы у меня вот была просто более-менее поровнее вот эта линия лба. После того, как дошла до конца лба, продеваю нитку, эту ленточку наизнанку, беру второй кончик ленточки, ее тоже продеваю внутрь и завязываю уже здесь ленточку с ленточкой, а нитку с ниткой. Так получается гораздо крепче, потому что ленточка с ниткой разной толщины, и они не очень хорошо держатся. Первые узелки у меня не крепкие, а вот эти вот будут покрепче. Но я все равно в любом случае заднюю сторону потом еще раз проклею флизелином. Мне осталось вот все остальное, я буду делать точно так же, поэтому показывать не буду, а покажу уже, что получилось в результате. Но это еще не окончательный будет итог моей работы. Проглаживаю, чтобы снять напряжение с ткани, с ниток, потому что немножечко волной пошли в некоторых местах. Вот так вот я глазки пришью, пуговички. Выбрала синие, потому что они мне показались лучше. Я примеряла разные, и оранжевые, и белые, и зеленые. Но прям вот такого зеленого цвета не было, как у него глазки у моей совы. А я дальше делаю вручную. Также вложила ленточку в иголку и просто делаю вот такие вот маленькие стежочки. Мне показалось, что они будут как перышки украшать, добавлять такого как-то детализации. И будет симпатичнее выглядеть. Просто вот между моими строчками делаю вот такие вот пунктирные стежочки обычные. Смотрите, уже прямо вот меняется. Я то же самое собираюсь сделать еще и на крылышках, возможно, на хвостике. Вернусь, когда сделаю. Кстати, я же обещала вам показать мои тренировочные рисунки. Не обращайте внимания на бумажку. Я же на даче вот какую нашла бумажку, на такую рисовала. Ей, наверное, 100 лет в обед. А смотрите, какая получилась красота. Кстати, вот на бумажке я обратила внимание, у меня глаза поближе друг к другу. Вот чем шире глаза будут, тем более няшный вид, мне кажется, получится. Он сам такой потолще в результате получится. Мне очень нравится, как получилось. Просто неземная красота. Трейси тоже моя пришла, собака, посмотреть, что я тут снимаю. Вот сверху там на подушке тени такие, это цветочки качаются. Я вот сразу не обратила внимания, такие темные пятна. Это цветочки сверху тень дает. Очень мне нравится. Вот хвостик, видите, просто большими длинными стежками я сделала. Один там надо, кстати, расправить немножечко. И это все быстро, это же на машинке, это времени практически не заняло. Прямо я очень довольна. Так здорово получилось. Просто такой эффект красивый. Прямо как будто светится изнутри этот совенок. Прямо как будто неоновый он. Класс, мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Кстати, а вы заметили, что я в последнее время публикую свои видео по воскресеньям и стараюсь в районе 2 часов дня это делать. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, конечно. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.